Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено такому инструменту, который уже мелькал пару раз в моих последних роликах, ну так, на втором плане, и вот наконец-таки я решил его показать. Это пресс, сделанный из тисков. Почему из тисков? Вот он так выглядит, этот пресс. Почему из тисков? Потому что пресс — это такой инструмент, который нужен, ну, несколько раз в год, мне во всяком случае. И делать его вертикальный, чтобы такая махина стояла где-то в углу, а то еще и мешала, двигать его и так далее, мне не хотелось. И, наверное, только это меня останавливало от изготовления пресса. Хотя вещь нужная бывает, да. И как-то сидя вот так вот, отдыхая после работы, разглядывая тиски, я понял, что можно сделать, в общем-то, пресс из них. И вполне себе пресс нормальный. То есть крепенький, хорошенький. Вот так работающий. Но это все сейчас разжато полностью. Было сжато, сейчас разжато. Так, теперь, наверное, я по устройству разберу его и полностью по кускам покажу. Итак, начало было положено от того, что две трубки приварил на уголки. Здесь трубка на уголок. И по этой стороне также трубка, уголок. Уголки вкручены в сами тисы. Здесь можно не переживать. Тут тело, вот столько вот. Ну вот это вот все тело. Это полностью без всяких полостей. Это полностью чистый чугун. То есть я вот закручивал ключом накидным. Без трубы, понятно. Без супер усилий. Ну, накидным ключом я во всю силу закручивал и не смог сорвать. То есть я все эти узлы, ну, понятно, что это тиски, это может там сломаться, там. И делать полностью агрегат, а в итоге сломать не хотелось. И поэтому по мере производства я сразу проверял все полностью на выносливость. То есть вот, затягивал во всю силу болты, думаю, сорву, значит откажусь от этой идеи. Но все нормально получилось. Хотя в идеале надо было просверлить насквозь и посадить на шпильки или на длинные болты. Ну ничего, все нормально. По 3 болта с каждой стороны, здесь, там. То есть получается у нас вот такая вот ушастая штука. Видно, что видно. Все. Сюда вставляются дальше трубки по внутреннему диаметру, схожие с этими. То есть здесь сверлится отверстие, здесь и здесь. И потом вставляется трубка. Только вернее, неправильно я вам сказал. Вот так вставляется трубка сначала. Трубка вставилась, и потом уже насквозь полностью сверлится отверстие с 2 трубами, чтобы стопора сходились. И также вторая вставляется. Вот они вставились. Дальше стопора. Стопора — это 10-е болты. Почему на 10, сейчас расскажу. Когда я его сделал сначала, я поставил, переживал за тисы, что они могут сломаться просто. То есть вот тут вырвать болты. Да что это такое? Вот, все, получилось. 2 направляющих есть. Короче, переживал, что может что-то вырвать, где-то сломать. И поэтому я сначала стопора ставил болты на 8. То есть отверстие на 10, а болты на 8. И когда уже собрал, проверял в полную силу. Я под 90 килограмм вешу. И, короче, я на рычаге тисков, я повис. И у меня сорвало 8-е болты, то есть их просто срезало отсюда. А тесам самим ничего не приключилось. То есть вот это крепление на 3 болта нормально. И уголки я переживал, что будет крутить. Ничего тут не крутит. Хотя тоже в идеале хотелось бы еще по низу также пустить уголки. Так же само, только отсюда и вниз. Ну, это я думал, что если вдруг будет гнуть тут, что-то корежить, тогда сделаю еще дополнительное усиление. Все нормально, работает. Так, ну а дальше просто... Так, это пока так. Пластина на 16. Ну, такие же трубки приварены к пластине. Тоже думал, здесь надо будет усиление делать.
косынки какие-нибудь, распорки, ну, ребра жесткости, то есть. А ее не гнет, нормально все. Во всяком случае, говорю, вот своим весом давлю, все нормально. Ну, здесь, когда поймал, опа, центр, просверлил, резьбу нарезал. И так же самое в этой насадке. Ну, насадки уже понятно, что можно точить или подбирать любые. По вашему желанию, какие надо. Так. И здесь то же самое. Здесь в тесах торчит край. Видно вам? Видно, да? Вот он, край этот торчит. И у меня есть другого плана тесы. Специально пошел посмотрел. Тоже есть край, который торчит. То есть, чем давить, есть. Внутри отверстие центрованное. И вытащил вот такую штучку. Просто чтобы одевалась сюда. Одевается и плюс внутрь шарик. Для того, чтобы не закусывало ничего, все крутится. Единственное, что шарик не смог найти больше пока. Шарик маленький, надо по этому диаметру шарик. И будет вообще конфетка. Ну, нормально, не раздавливает внутри ничего. Пойдет, работает. Сейчас он впритык почти вот к этой шайбе. Там чуть-чуть зазор еле-еле. Ну, когда придавливаю, в смысле, он все равно крутится. Просто не убираю вот это тело еще, потому что, я же говорю, больше шарик поставлю и будет все само то. Так, дальше мы одеваем все это. На трубки. На трубки одели, трубки теперь фиксируем. Ну, я просто в такой последовательности сейчас делаю, потому что у меня стена дальше. Если я сразу трубки зафиксирую, я не смогу одеть стол. Ну, иди ты там. Ёлки. Наоборот. Вот именно для этого я и говорил вам, что сверлить нужно сразу трубу, ну, 2 трубы сразу, чтобы совпали отверстия. Одной нормально получилось, а на другой что-то тут. Так где ты там? Вроде сходится. Во, все, попал, все нормально. И все. Дальше вот такая штука. Ну, так как тесы это инструмент неточный, это делает вот так вот, все болтается тут. Поэтому тут схождение не всегда сходится ровно. На этих пятаках видно, да, что играет как. Так, ладно, дальше. А дальше у нас просверленные отверстия. Ну, их сверлил уже, когда подгонял вот эту штуку ровненько. Отмечал и сверлил. И потом каждые 15 сантиметров, то есть на вылет тисков, я уже забыл сколько вылет, чтобы были расстояния эти короче, чем вылет тисков для передвижения. А дальше 2 болта опять стопора. Тут уже проще стало. В том плане, что не надо здесь сверлить. Вот так сделал, упер и все. Вот подошло. И можно зажимать деталь, какую вам нужно. А также точить любые оправки. Тонкие, широкие, большие, там, да любые. Главное, есть стол. И еще, тут есть несколько плюсов, пара точно. Во-первых, вот эти трубы можно делать длиной, ну, сколько позволяет помещение. То есть хоть 2 метра, ну, дальше, наверное, я не знаю, конечно, в разумных пределах, потому что они уже начнут прогибаться. Ну, во всяком случае, что-то большое зажимать можно. То есть, вот я сейчас сделал, сколько у меня до стены позволяет, я такие сделал. Ну, пока хватает. Во-вторых, он дальше мне не мешает совсем. Я же говорю, вы видели в роликах, наверное. То есть, мне достаточно снять 2 болта, вынуть 2 стопора вот этих вот, снять куда-то в стену эти 2 трубки и возле стены поставить, и все. Но он мне вообще не мешает в работе. То есть, вот стоит он у меня уже месяц, наверное, как я сделал его. И я как-то не задумываюсь, что он мне, ну, то есть помеха какая-то. Стоит и стоит.
Дальше, третий плюс. Третий плюс, что тисы-то поворотные. По-любому настольные тисы, они поворотные. И знаешь, работать можно в любом положении. Крутить их как хочешь. Хочешь над столом, хочешь повернул, чтобы там на пол стружка всякая летела и так далее. Ну, я за стружку говорю, это сейчас чуть дальше расскажу. Это у меня еще в планах делать такое с ними. То есть работать удобно, в том плане, что вертеть. Единственное неудобство, что он горизонтальный этот. То есть все детали, которые нужно здесь, нужно держать руками. Не поставишь просто на стол, как в вертикальном прессе, а нужно держать руками при зажиме. Вот. А за стружку теперь, так, это на последнее уже, что я сейчас расскажу. За стружку, когда говорю. Это, ну, возможно, больше деревянчиком поможет. Такая штука, верстачок такой. Я хочу в планах у меня еще вот такие же самые уголки с трубами поставить вот сюда. То есть, чтобы вот эти трубы тянулись вместе с тисками. Здесь было, чтобы свободно, просто по трубе, как по направляющей будет. А эта труба будет тянуться уже вместе с тисками, с этой губкой, с основной, с подвижной. И тогда получится что? Тогда получится у нас вот здесь тисы. Уже слабенькие, конечно, да, потому что все будет упираться в то, что вот здесь вот шайба. Вот она, вот эта шайба чугунная. В ней стопор. И она выполняет функцию именно, что только оттягивает губку. Поэтому, ну, короче, при сильном нажатии, если здесь сжимать сильно, то или стопор срежет, или шайба отвалится. Это когда будете сжимать, если пытаться сильно. Ну, а так вот доску какую зажать, например, там фрезеровать или строгать, я не знаю, сверлить, пилить. Я думаю, усилия хватит запросто. И вот, в общем-то, я поэтому уже на будущее сделал здесь вторую губку. Я ее не стал заморачиваться, просто приварил к краям этих уголков. Вывел ровненько. Сначала без этих столов, короче, ну, тиски увел сюда. Дальше этого не было. Подвел эту пластину, ровно выставил, струбцинами зажал и приварил. Также опять не мешает в работе, да не мешает. Так, ну вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать. Короче, такое простое приспособление, которое и не мешает в другой работе, находясь здесь на столе. И время от времени теперь будет выручать меня. И место не занимает. Все, наверное, да. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Опять же, может, какую кто идею подкинет, доработки какой-то еще. Потому что я так полагаю, что с тисками много чего можно сотворить. Хотя на ютубе нет такого. Тиски. Все делают только тиски. А что с ними делать, никто не показывает, не рассказывает. Так, ну и маленький анонс для тех, кто уже досмотрел видео до конца. Мужики, подходит 23 февраля. То есть вот этот ролик я постараюсь выложить, как обычно, в пятницу вечером. А 23 февраля я постараюсь такой подарочный ролик сделать вам. Буду выжигать картину лазерным гравером. Ну, в подарок. И, короче, для вас поздравления, короче, будут от меня. А пока, всем пока. Всем удачи. Увидимся.